Мы давно хотели рассказать вам такую историю. Историю о людях, которые вынуждены строить новую жизнь вдали от родины, пытаясь не потерять связи с языком, культурой и домом. Людях, которые буквально каждый день отвечают себе на вопрос «Родина или истина?». Мы хотели рассказать эту историю, но никак не могли придумать способ. И вот в августе 2025 года этот способ нашелся. После того, как мы посмотрели спектакль режиссера Кирилла Серебренникова по самому популярному в Европе роману Владимира Сорокина «Метель». В главной роли немецкий артист Август Диль. В интерпретации Серебренникова «Метель» – это идеальная метафора того, как пытается сохранить себя потерявшийся в общем хаосе современного безумия человек. С помощью этих трех героев мы и будем рассказывать свою историю. Кирилл Серебренников, Владимир Сорокин, Август Диль. А нет, будет еще и четвертый. Разумеется, «Метель». Самое близкое к немецкой душе – русская. Мороз, снег, мужик, водка и загадочная русская женщина. Мы потерялись, никто уже не знает, куда идти. Мне кажется, тебя посадят, говорили мои друзья. Вернусь, отомщу. Да, визит старой дамы. Он тот, в ком мир точно не нуждается. Россия все-таки по-настоящему христианской не стала. И никогда в жизни не пожалел ни об одном своем «нет». Мы все живем на льду. Мир запутался и хаос повсюду. Дай нам силы с этим справиться и отделить червь от хтони. Честно скажу, метель-то вообще не театральная вещь. Для меня театр — это очень рискованный жанр вообще. Я дважды уходил с собственных премьер. Я не представлял вообще, как это можно поставить. Ну что там, они едут, снег. Ну, то есть в «Метели» три персонажа. Это Гарин, Перхушка и Метель сама. Да, собственно. Ну и что там играть? А то, что он сделал лишний раз, мне доказало, что он очень большой режиссер. Я увидел просто свою вещь как бы совершенно другими глазами. Русская метель. Дорога через русскую метель. Дорога через русскую метель. Это вообще архетипическое что-то для русской культуры. А что в этом важно для нас, наверное? Для нас важна неопределенность, потому что метель – это неопределенность. Ты попадаешь в зону, где нет никаких законов, где нет правды и лжи, где нет потолка и пола, где нет правого и левого, где все оказывается иным, чем ты ожидаешь. И таким образом ты сталкиваешься с этой философской смертью, с необходимостью задавать себе вопросы, самые главные: что я, зачем я, для чего я живу, а для чего я жил, а для чего вообще все это, а где я вот один на один с этим космосом. Метель – это же космос, да, метафора. Космоса, лона, чрева. Человек оказывается в этой максимальной неопределенности и по-разному из нее выходит. Другим человеком, умирает, меняет жизнь полностью или возвращается обратно и не может пройти этот квест. Ты веришь в то, что загадочная русская душа действительно существует? Я не знаю, может, она и вправду есть. Но вот как я увидел это в «Метели». Нельзя говорить, что загадочность — это исключительно привилегия русских. Ну вот, например, в «Пер Гюнтере» у Ибсена есть два небольших, но дико интересных персонажа. Одного зовут Прямая, а другого Кривая. Один обходит препятствия, другой идет напролом. И у нас в спектакле есть эти сани, которые двигаются по кругу. И Гарин — это тот, кто все время хочет пройти прямо, но... Так что это чуть больше, чем просто разговор о том, как Россия встречается с Европой. Мы вот с Филиппом Авдеевым и с Августом много говорили про метель, про путь, что такое русский путь, что такое немецкий путь. Вот в Winterreise есть же тоже такой цикл, да, знаменитый немецкий. И вот Август все время говорит, что немцы, это вот
так дорога. А для русских дорога это везде. Это везде. Это вокруг. Дорога это все. Winterreise, that's Schubert. Yeah. And Yeah. I was thinking about Schubert and Да, слушай, я дважды вспоминала twice «Зимний путь», пока when смотрела I вашу метель. watched Sneestorm. I think that Мне it is кажется, что у них Yeah. есть что-то общее. Да, я как раз и говорю, что есть кое-что объединяющее Россию и Германию. На каком-то очень глубоком уровне они хорошо чувствуют друг друга. Вот это «чужим я пришел, чужим я и уйду» — это очень немецкое чувство, но и в то же время оно очень русское. И в этом тоже есть совпадение. Потому что вот ты меня спросила вначале, верю ли я в загадочную русскую душу. И я могу сказать, что самая близкая к русской — немецкая душа. Между нами есть эта связь. «Метель» — это мой единственный немецкоязычный бестселлер. Могу, конечно, объяснить это, что вот немцы и русские — это как бы такие метафизические любовники, конечно. Они периодически занимаются любовью, бурно достаточно, потом начинают избивать друг друга. И опять так, и опять. В немцах нас притягивает идея абсолютного порядка, Ordnung muss sein, а в нас их завораживает русская непредсказуемость пространства, во-первых. На них это агорафобически действует. От мысли до мысли 1000 верст скакать, да? Россия, которую они не смогли завоевать, и в этом тоже, собственно, ужас перед пространством русским, мороз, снег, мужик, водка и загадочная русская женщина. Я думала, вы скажете «загадочная русская душа». Это зо-визо, как говорится. Да-да, всегда есть два варианта пути. Прямо или в обход. Прямо это как Александр Македонский, который пришел в этот Гордион, взял в руки меч и просто рубанул изо всех сил, пока люди, восточные люди, веками думали над тем, как решить эту проблему, как этот узел развязать. А он просто пришел с мечом, просто его разрубил и сказал: задачка решена. Это суперзападный путь, европейский путь. And what about А каков Russian? русский? А русский, ну, может, это смесь между европейским и азиатским. Может, это и есть главная русская борьба, борьба внутренняя. Быть прямым или быть витиеватым. Идти на восток или идти на запад? Да, некоторые русские очень европейцы и борются со своей русской душой, а другие очень азиаты, и они... Это все страшно перемешано. И я бы не решился чему-либо дать определение, но, может, в этом и есть что-то именно русское. Россия огромна, это практически половина планеты, и очень-очень много разных людей живут в этой одной стране. И тут мы можем назвать еще около десятка произведений русской литературы, где люди теряются в метели, едут через метели, попадают не в то место, куда они едут, замерзают. И в этом поле замерзал ямщик. Для нас это очень понятная история. Для немцев это, конечно, такая в чем-то головоломка. Ладно, man müsste die Gufe was befestigen. Ja, und dann umkehren. Wie bitte, was sagst du da? Ach so, wir sind ja erst 4 bis weit. Und vor uns in der Senke ist der Schnee tief. Da kommen wir mit gepflegter Kufe nicht durch, ohne dass wir festfahren täten. Und das wär's dann. So. Ну, это не что-то специфически русское. Это случалось много-много раз в моей жизни. В метель, на автобане, в машине. Когда ты вообще теряешься, не понимаешь, что происходит. Потому что снег превращается в тоннель. И ты видишь какие-то вещи, предметы, которые появляются из снега. Их не существует. А еще, со мной это не случалось, но мне рассказывали знакомые, бывает снежный blackout, whiteout. Когда небо и земля, не то чтобы меняются местами, но различия больше не существует между верхом и низом. Все становится единым. Ты теряешь ориентацию, впадаешь в психоз. Вот этот whiteout — это то, о чем я часто думал, пока мы репетировали «Метель». Это то, что случилось с Гарином. Whiteout.
Он перестал понимать не только где, но и что такое небо и что такое земля. Ich kann nichts mehr sehen. Ja, kein Wunder. Bei solchen Schneeschuhen. Ich will nicht sterben. So Gott will. Sterbt er schon nicht. Для западного человека как бы представить, что ты сделал все, как бы, да, чтобы добиться какой-то цели, ты везешь вакцину, благородное дело, и тут недалеко, и это не получается по стечению вот метафизических обстоятельств, что есть пространство, которое больше тебя, и оно тебя не учитывает совершенно. С другой стороны, есть Джек Лондон, да, его романы, собственно, с похожими как бы концами, да. Но это Америка, это Wild West, как говорится. А это Европа, где вот каждый метр оккультурен, как бы, да. А там такие русские поля бесконечные. Я думаю, что мы с Кириллом как-то обмолвились, что вещь пошла, и она пойдет, собственно. То есть русская метель задула по Европе и будет дуть. Мы специально выбрали это темное место и темное время суток, чтобы поговорить с вами о вашей безопасности. Например, каким паролем вы пользуетесь в интернете. По статистике, самый распространенный вариант – это 1, 2, 3, 4, 5. Или разные комбинации имени, фамилии и даты рождения, или имени и даты рождения детей, или, например, просто слово «пароль». Но даже если ваш вариант чуть более сложным, но вы его записываете у себя в компьютере или на телефоне, это делает вас уязвимым для взлома. На сегодняшний день в мире взломано больше 16 миллиардов аккаунтов. И с каждым днем это число растет. Менеджер паролей RabaForm снимает все проблемы, связанные с созданием и хранением паролей. RabaForm не просто помогает сэкономить вам уйму времени, но и защищает от потери доступа к своим устройствам, слива данных, кражи денег с карты и испорченной кредитной истории. RabaForm создает уникальные пароли, которые вам не потребуется запоминать. Используя RabaForm, вы сможете заходить на любые сайты или в приложение одним нажатием со всех ваших устройств, не сталкиваясь с паролями, а значит, не забывая их. Функция автозаполнения форм также помогает легко и быстро совершать покупки, проходить регистрацию на сайтах и заполнять любые онлайн-формы. Сейчас покажу, как это работает. При регистрации на любом сайте RabaForm генерирует надежный и уникальный пароль, который мгновенно сохраняется на всех ваших устройствах. Вам нужно лишь запомнить всего один мастер-пароль для входа в систему и доступа к вашим данным на любых ваших одобренных устройствах. Кстати, проходить аутентификацию для входа в RabaForm можно по отпечатку пальца или скану лица, вообще не вводя никакой пароль. Автоматический вход на любой сайт или в приложение, автозаполнение форм, а также возможность делиться онлайн-аккаунтами с другими пользователями. Все это вам будет доступно с помощью RabaForm. А скидка в 40% на покупку RabaForm доступна по ссылке в описании. Так получилось, что в итоге ты оказался послом всех самых сложных идей сейчас в европейском искусстве. Ты из России, ты еврей, и ты рассказываешь историю про русскую хтонь. Я не был бы так категоричен с определением, потому что я не хочу себя вообще никак определять. Как ты знаешь, мой папа еврей, а мама украинка. И вот это как раз сочетание дает максимальную неопределенность. И вообще неопределенность – это одно из прекрасных свойств искусства. Но если говорить об идентичности, то сам себя ты как определяешь? Я европеец. Ты европеец? Я русскоговорящий европеец, который вот начинаю новую жизнь на новой территории. Но у меня больше работы, чем было всегда. То есть у меня никогда не было столько работы, и это
хорошая новость. Плохая новость в том, что возраст уже немножко дает о себе знать. И раньше я бы это, так сказать, проскакивал легко, этот overlapping, ну, как бы, да, пересечение проектов. А сейчас я понимаю, что надо от чего-то уже отказаться, надо чуть-чуть меньше, потому что, ну, можно себя загнать в этом смысле. Ну, это интересная работа, это очень интересно. Это потрясающий фестиваль, это лучшие в мире театры, это лучшие в мире артисты, это возможность выбирать, как-то делать то, что тебе по-настоящему интересно. Du zum Beispiel, Dr. Garin, Homo sapiens, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Woher und wohin gehst du? Ich bin auf dem Weg durch die Nacht zu einem Dorf, um meine Patienten vor der Epidemie zu schützen. Genau. Ja. Genau darin besteht ein Stück des dir vorbestimmten Lebensweges hier und heute. Да вы же в 2006 году начали так потихоньку уезжать, раньше всех нас. Нет, я всегда был связан как-то с Европой, вот с Германией. И книги здесь начали сначала выходить. Нас тоже женой притягивала вот эта вот в чем-то утопическая немецкая идея абсолютного порядка. И мы купили квартиру в Берлине и жили в двух любимых пространствах. Это Подмосковье, где, собственно, мы родились. Ира там на севере Подмосковья, я на юго-востоке, и Шарлоттенбург. Так что это не было такого, что вот мы решили просто эмигрировать. Я не люблю это слово применительно для себя. Я не иммигрант. Я сейчас просто больше здесь живу. То есть вы рассчитываете вернуться? Да. Я же надеюсь все-таки на лучшее. А был этот страх потерять себя как русского писателя? Нет, никогда. Все великие русские романы, ну, большинство, они писались за границей. И Гоголь, и Достоевский. Набоков, что он потерял себя, что ли? Ну, он стал по-английски писать, но дар написан в Европе, в Берлине. Нет, абсолютно. А потом, ну, на русском языке все-таки говорят, кажется, 300 миллионов. Это большая аудитория. Я глубоко убеждена, что если бы не Путин с его идеями ресентимента, русский язык вполне мог бы стать международным языком общения, как минимум в Восточной Европе. Но он и становился потихоньку где-то. Да? Ну, я думаю, что времена меняются. Правители уходят. В России все меняется сверху, собственно. Увы. Да, увы, действительно. В этом тоже есть какая-то метафизика, собственно. Во всяком случае, пока. Silberstein wartet schon auf mich, der wird sauer sein und mich mit unflätigen Worten beschimpfen. Er wartet nicht auf dich. Es steht ja gar nicht in unserer Macht, diesen Kosmos aus Eis und Schnee auf einmal zu überwinden. Ich kann ja schließlich nicht fliegen. Doch. Kannst du. Nein, das kann ich nicht. А вы чувствуете себя все еще тем русским писателем, который европейцам объясняет про Россию? Но это же происходит как бы помимо меня. Книги написаны, издаются и... Ну, «Метель» была сколько лет назад написана? Лет 15, кажется, да. Не то, что я объясняю немцам, как надо понимать загадочную русскую душу и правильно пить водку. Нет. Я занимаюсь русской метафизикой, собственно. Что это такое? Это то, что действительно может порушить все твои планы, собственно, да. Русская власть, она в этом смысле, она как бы
заимствуют. И это качество метафизики русской, что она как бы непредсказуема, непрозрачна, хотя там пейзажи распахиваются, да. Она может быть опасной в любой момент. Но это наша жизнь на льду. Как бы вот русские всегда побеждали в фигурном катании и в хоккее. Потому что метафизически мы все живем на льду. Надо уметь лавировать, как бы. Надо делать зигзаги, потому что жизнь абсолютно непредсказуемая. Да? Сегодня ты успешный крестьянин, завтра кулак. Да? Это вот метафизика в чистом виде, потому что логически это невозможно объяснить. Во многом это еще и об этом, собственно. Но ведь и в вашей жизни такое было. Вот сегодня ты успешный писатель, а завтра твои книжки жгут в центре столицы. Русский писатель, он должен быть к этому готов. У нас два пути. Или ты боишься, или ты пишешь, собственно. Я был готов. Я прошел через андеграунд. Это был, мой главный университет 80-х годов. Первая книжка вышла в Париже, в эмигрантском издательстве. И если бы не перестройка, то я бы оказался, конечно, за Уралом. Но очень хотелось напечататься. Это зуд. Первая публикация, да еще в Париже. Вот. Так что не надо бояться. Надо как бы полагаться на, собственно, свой талант и на ангелов. Подходите с микрофоном. Прошу желающих всех вставать в макулатуру. Вы не пытались в 2006-м договориться? С кем? Вот с этими... С идущими вместе. С их кураторами. Нет. Не знаю, с кем ходят договариваться обычно. Ну что вы, нет, о чем договариваться? Для меня русская власть — это пирамида такая, темно-красная такая. Она непрозрачна совершенно. Ее конструкцию придумал Иван Грозный. И с тех пор она конструктивно не менялась вообще. То есть ее фасад, грани как бы, цвета меняли, а принцип, что там наверху сидит один, собственно, человек, и от его психосоматики зависит вот эта вот огромная страна. И если ты действительно честно пишешь, как бы, а там не делаешь какую-то сомнительную карьеру, нельзя договариваться. Это опасно. Даже не для жизни, а для твоего творчества, прежде всего. Ты просто перестанешь быть творчески свободным. Нельзя договариваться со властью. Вот опыт несчастных советских писателей этому показывает. Все великие романы, которые были тогда написаны, они писались в стол. Все, блин. Вот так. Otto, was? Ich verstehe das Wort nicht. Sag, was ist los? Auf Deutsch. Я же говорю. О, то, рот. Как бы die Deutschen haben kein Wort dafür. Вот рот. Sag mal, ich habe wirklich anderes zu tun, als mir die Nacht mit dir um die Ohren zu schlagen. Du steigst jetzt sofort, aber sofort auf den Bock und gibst ihnen die Knute. Ja, Otto-Rap. Also da wird sich ja alles auf vom Schrecker holen. Вот это интересное слово, которое не имеет перевода ни на какие языки. Что-то как перевести отрыв? Никак. То есть есть немецкие объяснения, что это такое, но оно занимает полстраницы.
Слово «оторопь» ты понял, в конце концов, что это значит? Да, я это понял. Я понял, что оторопь — это оторопь. Это когда тебя парализует от шока. Стоп, у вас что, тоже есть это Это слово? обычное дело сказать: ой, ну, конечно, у вас нет слова-то, но в немецком есть слова, чтобы объяснить все на свете. Но мы играем, что такого нет. Вот оторопь, они, значит, все наталкиваются на оторопь, и дальше вокруг этого целая смешная сценка. Komm, treib sie an. Komm. Ну ладно. Поехали. Ну они не поедут. Willst du nicht über mich lustig machen? Oder was? Нормально. Ну они не поедут. Это все, это вот. Не надо. Nein. Оторопь надо ее просто переждать. С нее ничего нельзя сделать. Когда оторопь пройдет, только тогда ты сможешь двинуться дальше. А у среднего иммигранта, ну, среднестатистического иммигранта из России в области культуры, сколько нужно ждать, чтобы прошла оторопь от переезда? Вообще, знаешь, я себе сказал, я не живу в концепции иммиграции. Я живу в концепции новой жизни, переезда, открытия нового мира для себя. Я себя не идентифицирую как иммигрант. Есть политические проблемы, но это не про иммиграцию, это про режим, который сегодня правит в России. Вот и все. Этот режим, который осуществлял репрессии по отношению ко мне, и по отношению к огромному количеству людей, сегодня осуществляет. Вот, он делает наш путь обратно либо невозможным, либо крайне опасным. Ну, то есть, знаешь, я уже устал просить людей, которые едут туда-сюда, пишите, когда вы пройдете границу. Пишите, все нормально или ненормально. Ну, потому что мы знаем, как людей винтят на границе, мы знаем, как людей арестовывают, и дальше их судьба ужасна, потому что там у них находят какую-то книжку, которую они... Недавно нашего товарища стали судить за книжку, где на обложке «Я и Чулпан». Я везла с собой метель, чтобы подписать у Сорокина, но поскольку я ехала через Москву, я на всякий случай ее не понимаешь, взяла. поэтому ты спрашиваешь, как мы себя ведем. Не смотри назад. Подожди, ты не смотришь назад, потому что ты боишься, чтобы тебе было больно? Ты вот это Да себя нет, бережешь? Катя, я тебя люблю и очень долго знаю. Но вот не все смотрят или не смотрят назад, потому что им больно или не больно. Ну, просто не смотрю назад. Посмотришь назад, врежешься в дерево. Когда ты едешь на велосипеде, что смотришь назад? Нет. Надо вперед смотреть. Чего идти вперед, глядя назад? Это как бы абсурд. Но из того назад ты с собой взял сюда на сцену... Я взял с собой все, что я хотел. Я взял с собой литературу, я взял с собой русский язык, я взял с собой любимых артистов, я взял с собой знания, опыт, который приобрел там, в той жизни. Я взял идеи, мысли, культуру со мной. Чехов, Достоевский, они все со мной. Чайковский, все со мной. Как ты разделял себя и Кирилла как автора в этом спектакле? Потому что мне лично кажется, что «Метель» — это очень сильно о нем. О чувстве потери Родины, о сложности встречи с Европой и адаптации здесь. Да, я чувствовал, что там многое намешано, в том числе и очень личное. Но это еще и о том, каким Кирилл чувствует сегодняшний мир. Мы потерялись. Мы больше не знаем, куда идти. Это не только про Россию, но и про Европу. Весь мир сейчас в этом потерянном состоянии. Хаос повсюду. Метель заметает дорогу не только в России, но и тут, в Европе. Речь обо всех нас, о мире в целом. Интересно, что там в первом, во втором акте герои меняются местами. То есть сперва это история про немца, оказавшегося в мире русского хаоса, а потом это история про русского, который пытается понять Орнунг, но... Да-да, это важный драматический ход, который придумал Кирилл, собственно. У вас это и не было идеи? Нет, конечно. Он был не чужд немецкой цивилизации, как бы, и у него была любовница Надин, которая его покинула в Берлине. Но этого не было. Это он придумал. Это очень хороший ход. И дело в том, что сейчас уже ясно, что мир 21 века — это не мир границ. Государства дробятся, границы меняются, идет великое переселение народов, смешиваются языки, семьи. Да, вот в «Метели» играла замечательная китаянка, которая... Гинге?
Да, прекрасно говорит по-русски, по-немецки. Ну, доктор, конечно же, это нечто немецкое. Это, собственно, вы помните последние слова Чехова? «Ich sterbe», он сказал, собственно. Немецкий был очень важен все-таки для России, для образования, для этой профессии. Кирилл это почувствовал и осознанно сделал. Это очень хороший ход. С одной стороны, это, конечно, феноменальная картина, то, что называется в спектакле Russian Madness, русский хаос, русская безумие, хтонь. русское безумие. То есть русское безумие, не хтонь. Ну, хтонь – это слово, которое невозможно перевести. Как бы хтонически, наверное, такое слово есть, связанное с нижним миром, но для них это ничего не значит. Вот это слово хтонь – это очень такое последнее изобретение русского языка. И мы знаем, про что мы говорим. Это немножко больше, чем просто ты считаешь себя певцом русской хтони? Нет, конечно. Ну ладно. Да ладно. При чем тут? Нет, где у меня русская хтонь? Я вообще создаю красоту. Ты не увидела красоты там? Увидела, конечно. Значит, это если ты ее не часть. увидела, то ты носишь эту хтонь с собой. Etwas, was du im Leben gerne ändern würdest. An meinem? Da gibt's nichts. Tja, man ist zufrieden damit. Und am Leben generell? An sich? Dass es weniger böse Menschen gäbe. Wort, das vielleicht. Ja. Kosma, böse Menschen, die gibt es doch gar nicht. Der Mensch ist doch von Natur aus gut, denn er ist ja nach Gottes Ebenbild geschaffen. Ja? Na da, Versehen. Ja, das Böse ist ein menschliches Versehen, genau. Versehen, да? Ja. А вторая часть, что это феноменальное признание в любви к родине. Ну, наверное, слушай, вся литература Сорокина состоит из отцветов русской литературы, из ее обломков, из ее каких-то проекций. И работа с этим писателем – это первый случай в моей жизни, потому что мы знаем друг друга очень много лет. Встречались, что-то пересекались. Я брал у нее интервью, когда еще работал ведущим на телеканале СТС, по-моему. И вот не получалось. Потом я его позвал играть Чехова в спектакле по Станиславскому, который назывался «Вне системы» в Амхате. Он в записи был. Все тексты, которые я читаю, вызывают восторг. И при этом панику, а как это делать? А как это делать? А что с этим? Все будет не так, по-другому. И литература, он весь из литературы состоит. Это прям такой абсолютно литературоцентричная вселенная. Я ломал голову и сказал: Володя, разреши, я сам сделаю инсценировку. И, в общем, я написал пьесу, зная уже, что это будет спектакль в программе Марины Давыдовой, которая курировала эту программу в Зальцбурге до своего ухода из фестиваля. Я знал, что это будет русско-немецкий диалог какой-то, и стал придумывать, как это, значит, сделать в проекции на Августа Диля и Филиппа Авдеева. То есть ты сразу понимал, кто это будет делать? Да, я думал, что это так уже. Во всяком случае, когда я начал писать пьесу, я уже знал артистов. Вот влево надо ехать, да? Там Малендорф, и за ним эти луга, вот. Hey, ich verstehe kein Russisch. Sag auf Deutsch, was ist Да los? ich nicht, aber keiner gelernt, aber nicht Deutsch уже, все. Че, я не знаю, как все вот это еще по-немецки сказать. Как бы это мне помогло, в том числе и сделать совершенно что-то другое. Я рад, что Володя утвердил пьесу, сказал окей. То есть пьесу он видел? Да. А спектакль он увидел только на премьере? Да. Было страшно? Очень нервно. Вообще живые авторы, это, понимаешь, да, это для режиссера сложновато. Я вырос в семье охотников, собственно. С детства меня брали на охоту. Запах пороха, собаки охотничьи, дичь, рассказы. Настольная книга «Записки охотника». Может быть, через это даже я как-то стал интересоваться русской литературой еще мальчиком. Друзья читали там Фенемора Купера, я читал Гоголя. Это правда, что ваш дедушка был лесником? Да. А ты где был? Это Калужская область на границе с
Брянщиной уже. Какие там были леса. А дедушка 1885 Да, года рождения. То есть он вообще из той еще эпохи. Да. Он был удивительным человеком. Он прошел через все лихолетия крестьянской жизни XX века. Он был на Первой мировой, был ранен австрийской пулей. Это так Европа вошла в нашу семью, как бы. А вот, немецкоязычная. Отец был в оккупации, и мальчиком уже неплохо освоил немецкий. Каждое лето мы ездили вот в эти леса. От дедушки я знаю очень хорошо крестьянскую жизнь, вообще весь быт, всю эту суть. А, собственно, русская литература XIX века все-таки она была очень сильно связана не только с дворянской культурой, но и с крестьянской, и с нравами провинции. Весь русский язык, собственно, вот этот говор, это я все впитал с детства. Я помню один писатель, которому понравилось, там один рассказ деревенский такой у меня был. Он говорит, а вот откуда Сорокин это знает? Он говорит, он, видимо, очень хорошо читал наших деревенщиков. Я не прочел ни одного романа этих убогих деревенщиков, потому что крестьянскую жизнь знаю не хуже их как бы лайф, что называется. И еще, конечно, дедушка был для меня другом. Он был поближе родителей, потому что, во-первых, ничего не требовал. И он был все-таки человек христианской культуры. Они уже были советские люди. И я видел, как они отличаются вообще, да, не в лучшую сторону. Как бы. То есть он был как бы более открыт к людям, и там эти все ранги, вот эти положения людей не играли роли. Артисты сидят в шлемах. Да. И для меня тоже это метафора на сегодняшнюю историю о том, как мы все находимся, каждый в своей вселенной, и мы достучаться Нет, друг до друга не можем. они астронавты. Они в космосе. Метель — это космос. Вот они как астронавты, так сказать, как это защита, ветрозащита. Понятно. То есть в этом есть практическая логика. Мне кажется, интересная метафора другая про вот этого замерзшего великана со стояком, понимаешь, который от обиды, от вот этого ресентимента насрал в колодец. И потом другие люди должны это... А он великан, огромный человек. И пошел со злости, от обиды и замерз где-то на неизвестной in the middle of the nowhere, понимаешь? Здоровый, огромный 6-метровый великан замерз, значит, насмерть на дороге со стояком. Это eine Schande. Господи. Zum Lachen und zum Weinen. Weißt du, was das ist, Petruscha? Das ist ein Ständer. Ein Ständer. Verstehst du das, Petruscha? Der hat keine Ermattung. So wie du. Das ist ein Recke. То есть ты получаешься на узкой тропинке двойного канцелинга. С одной стороны, как русский, с другой стороны, как еврей. Вариантов много. Вариантов быть заканчивленным много. Там, знаешь, сложный дискурс везде, сложно использовать мотивы других культур, потому что тут же возможно обвинение в культурной апроприации. И прочее, прочее. То есть это такое минное поле, но когда мне говорят, вот видишь, вот ты приехал сюда, и как сложно тут работать, я говорю, ребят, но это общество сложнее. Вот это общество, в котором мы сейчас живем, устроено намного сложнее, чем то, в котором мы жили. Разумеется, правила, по которым это общество живет, они тоже сложные. И надо, так сказать, не обидеть этих, не оскорбить тех. Как-то надо пройти и при этом утвердить свое
право на высказывание, которое есть у всех. А где в этом свобода искусства? Свобода заканчивается там, где начинаются проблемы у тебя. То есть я не могу сделать тебе больно. Понимаешь? Моя свобода до того момента, пока она не рушит твою идентичность или не делает тебе плохо. А вы видели, что люди в финале плакали? Рядом со мной. Почему плакали? Ну, жалко и Перхушу, и доктора. Кирилл отрицает, что это очень ностальгический спектакль, а вот эти плакавшие русские, они плачут по родине. Это иммиграция наверное, плачет. Пространство, снег — это то, чего здесь не хватает зимой. Главная депрессия, конечно, это зимнее время в Европе. Для русских. Обычно говорят, что люди, которые работают на языке, здесь не будут никому нужны. Ой, такая ложь. Мне так это все достало. Мне кажется, вот наша работа и работа нашей компании Kirill & Friends доказывает абсурдность и просто чудовищная какой-то ложь этой истории. Ну, те артисты, которые конкурентоспособны, они конкурентоспособны везде. За Филиппа Авдеева дрались несколько немецкоговорящих театров. Он не говорит на немецком языке. Варя Шмыкова, Янге, Миша Поляков, Гоша Кудренко. Ну, то есть, как только эти артисты попадают, Никита Еленев, Никита Кукушкин, как только они попадают в поле зрения интендантов, художественных руководителей, у тех сразу поднимается бровь и говорит: так, а вот этот, а вот эту, а Варя Шмыкова, а как бы, понимаешь? Я их, конечно, не хочу иногда отпускать, потому что их просто уведут. А это артисты такого уровня, такие мощные артисты. Я безумно рад, какая химия возникла у Августа с Филиппом. О, да. Это просто что-то невероятное. Это два артиста, которые относятся к разным культурам, к разным школам, к разным... Но у них матч вот идеальный. Ja, Bruch. Ja, bist du dabei mit Bruch? Конечно, mit Gott, mit Бог, wie sonst. Ja, nur so. Also, weiter geht's. Это два суперпартнерских артиста, которые любят друг друга на сцене. Это такое счастье. Или с Варей у Августа, да, какой фантастическая химия, да, на сцене. Selbst durch gestampften Boden und tauchen an unerwarteter Stelle auf. Fall den Menschen an. Кукушкин в Голливуде снимается. Чего мы будем там жаловаться? Не надо. У кого-то хуже, у кого-то лучше. У кого-то такой период, у кого-то сякой период. Но это интересно, это вызовы. Профессия артиста всегда не сладкая, как и, знаешь, все артистические профессии. Это связано с выбором, другими людьми, да, ты зависишь от чьих-то мнений. Это связано с обстоятельствами, это связано с предложениями. Предложили, не предложили, позвали, не позвали. Это везде так. Ну и есть удачливее судьбы, есть менее удачливые. Я безумно радуюсь за ребят, у которых получается, потому что они работают, учат языки и доказывают силу русской актерской школы. Вчера на поклонах я видела, как плакала Варвара. Ты видел? Нет. Надо же. Но для кучи тех артистов, которые уехали из России, это постановка «Шанс перезапустить и жизнь, и карьеру». Это смесь отчаяния и надежды. Ты чувствовал это во время работы? О, да, я это очень чувствовал. У Кирилла есть этот талант собирать людей вместе и давать им шанс работать в это жуткое время войны. Да-да, именно так. Перезапустить и карьеру, и жизнь, и двигаться вперед. И я думаю, что это очень эмоционально трудный путь для всех них. Ich hätte nicht gedacht, dass du raufkommen würdest. Aber gewünscht hast du es dir? Oh ja, gewünscht schon. Я чувствовал себя очень вовлеченным и погруженным в этот процесс. И круто, что, начиная свои новые жизни, они наполняют театр новыми смыслами и эмоциями. Ведь что чувствовал я? Я чувствовал себя окруженным очень-очень счастливыми людьми.
Не страдающими, но счастливыми. Да, счастливыми, да. Иногда есть ощущение, что люди, носители русской культуры, которые сейчас работают здесь, это как, с одной стороны, посланники русской культуры, а с другой стороны, совершенно отдельная история про ту Россию, которая не может быть внутри нее, которая является действительно частью Европы. И если разговаривать в клише, то такая Россия, не случившаяся Россия, прекрасная Россия будущего. Почему? Она случившаяся. Это параллельная Россия. Другая Россия, которая... Так Россия ли она? Россия. В смысле, Россия. Это Россия. Почему нет? Потому что мы с тобой не Россия. Я Потому что вот ребята не Россия. Нет. Я считаю, что мы принадлежим той России, виртуальной, какой угодно, параллельной. Для этой России не обязательно гражданство, паспорт. И в каком-то смысле Август Диль даже принадлежит этой России. Потому что он сыграл такое количество русских персонажей. Его старт карьеры был... Треплев в «Чайке». Он переиграл всех чеховских героев. Он сыграл Воланда в уже ставшем знаменитым культовом фильме. Он больше русский, чем иные россияне в этом смысле. Поэтому я вообще уверен, что это существует. Это Россия, это совершенно не мигрантская тема. Это тема образования людей на каких-то общих ценностях. Демократии, уважения, красоты, любви, уважения к культуре, уважения к человеческому достоинству. Не бандитско-силово ФСБшное, понимаешь, что-то, а абсолютно человеческая, гуманитарная Россия. Россия гуманизма, Россия любви, понимаешь? Мне кажется, это очень важно осознавать. Война – это же режим расчеловечивания. И когда меня спрашивают, а для чего там, как культура живет во время войны, вот эта ложь во время войны музы должны молчать, конечно, не должны они молчать. Они должны постоянно людям напоминать, что вообще надо оставаться людьми. Что нельзя превращаться в монстров, в животных, которые, не понимая, зачем и почему, убивают, грызут друг друга, рвут на части. Это нельзя делать. Надо, чтобы кто-то, хоть кто-то напоминал, что вообще мы люди. Мы должны друг друга любить и природой заниматься, понимаешь? Потому что вот главная угроза – это не диктаторы сумасшедшие, понимаешь, а climate change. И вот эту штуку с ней справиться гораздо сложнее. Диктаторы сумасшедшие вполне могут сделать так, что до перемены климата и проблем с этих связанных вообще дело не дойдет. Конечно, они так привлекают к себе внимание, что и так меняют точку зрения людей, все так увлеченно смотрят, что этот встал, сказал, повернулся, там, куда-то полетел, куда-то прилетел. А в этот момент, ребята, вот ты приезжаешь в Исландию, ты видишь, как тают ледники, или в Аргентину, в Патагонию. Ты видишь, как эти ледники, которые были огромные, как горы, превращаются в что-то крошечное, рушатся на твоих глазах. Ты не знаешь, это хорошо, плохо. Ты понимаешь, что все меняется. Готовность к этому глобальному изменению, она, мне кажется, это самое главное, чем людям сегодня надо заниматься. Когда ты говоришь об этой прекрасной, чудесной России, где уважают человеческое достоинство и свободу, тебе не кажется, что ты, живя в России, немножко себя обманывал, думая, что такое можно построить внутри России? Оказалось, это, возможно, только выносная версия. Нет, я был уверен, что есть какая-то граница, за которой... вот там, значит, орки, вот тут, значит, мы стараемся сдерживать эту территорию, мы стараемся, так сказать, очертив этот меловой круг, чтобы они сюда не пришли, как-то держаться. Но когда началась война, уже все. То есть до 22 года? Тебя даже посадили. Ты знаешь, нет, это как бы за тобой пришли, что называется, но я бы не уехал, если бы не война. Почему? Потому что война – это… Нет, почему бы ты не уехал, если бы не война? Слушай… У тебя были все возможности. У меня были все возможности, но я не… Все это отвратительно, чудовищно, какие-то версии 30-х годов, но… для меня не было это, так, знаешь, определенным. Я не знал, как я поступлю. Для меня все-таки театр, работа была важнее. Слушай, мне говорили, мне кажется, тебя посадят, говорили мои друзья. Может быть, ты куда-то вообще как-то уедешь? Какой уедешь? У меня фильм «Лето». У меня фильм «Лето», мне снимать надо. Они на меня смотрели, говорят, ты сумасшедшая? У тебя уже один раз там посадили, потом отпустили. Все говорит о том, что, так сказать, вокруг тебя сгустились все возможные тучи. Я говорю, фильм «Лето», мне про Цоя кино снимать.
И они так, ну ладно. Мои друзья всегда идут по жизни маршем, и остановки только у пивных вагонов. Но я не жалею, потому что я бы не доделал фильм «Лето», я бы не снял, если бы я там, знаешь, уехал, я бы не сделал фильм «Петрова в гриппе», который я очень люблю. И ты знаешь, он стал культовым. Я не ожидал, что этот фильм по совсем, как понимаешь, вот там русской хтони, как ты это называешь, про русскую историю, русский, значит, какой-то дадаизм, абсурд, что он станет... Ты не понимаешь, какое количество людей его цитируют, и вот здесь, в Европе, про него бесконечно говорят. Так же, как фильм «Жена Чайковского». Ну, про Чайковского понятно, они его лучше знают. Сейчас во Франции книжку про него выпускают. Но вот «Петровы в гриппе» меня поражает, так сказать, как он тут здесь попал и стал, в общем-то, даже культовым в Европе, во Франции особенно. А я много сталкивалась с тем, что после 22 года у европейцев, у которых было одно и, скорее всего, сформированное примерно в перестроечные годы представление о России и русских, вдруг прям четко проснулись с другой картинкой, и у них она очень долгое время никак не могла сформироваться. Зашаталась всё, да. Да. И, думаю, с этим был связан в том числе и кэнселинг, потому что, кого ты обвинишь, ты только можешь обвинить того, кого ты знаешь, Достоевского. Вот он во всем виноват. Да, во всем виноват, наверное, потому что, а кто еще, да, как не Достоевский, Пушкин и Чайковский. Нет, а дальше у них же, знаешь, слабая экспертная база, у них нет людей, которые могут разобраться, что в этой огромной стране вообще происходит. Может быть, интерес к Петровым в гриппе в том числе и возник, потому что они смотрят и видят, что это что-то другое, это не то, что они ждали и знают. И мы им рассказываем какую-то другую сторону, нас показываем. Это для них, мне кажется, забавно и занятно и важно. Однако, если вы говорите, что Бога нет, кто же тогда всем этим управляет людьми, жизнями и вообще распорядком на белом свете? Вот сам человек вот этими руками и управляет. Человек, скажете тоже. Человек не в состоянии планировать даже на смехотворный срок, лето так в 1000. Он не может поручиться даже за свой завтрашний день. Вообразите, вы заболели. Допустим, это легкая рак. И вот вам уже не весело. А бывает и похуже. Поскользнулся человек, раз, цак, и угодил под трамвай. Вы же не будете утверждать, что этот ваш человек сам себе такое устроил? Человек смертен. Да. И с этим никто не спорит. Да, конечно, смертен. Но это еще куда ни шло. Гораздо хуже, что он смертен внезапно. И понятия не имеет, что будет делать сегодня вечером. Как долго ты был в Москве во время съемок «Мастера и Маргариты»? Я был очень впечатлен Москвой и Санкт-Петербургом, когда мы снимали «Мастера и Маргариту». Это длилось что-то около 1,5-2 месяцев. Это было еще до войны. И так это все грустно, потому что я в те дни пообещал себе, что я обязательно должен приехать сюда безо всяких съемок. Я должен тут погулять, все рассмотреть. А потом началась война, и все это стало невозможным. И все кругом говорят, что Булгаков, и особенно «Мастер и Маргарита», это про наше время, и все это так актуально, потому что все повторяется. Но я никогда не пойму, как это работает. Ну вот он критиковал систему в 30-е годы в России и пострадал от нее. А сейчас мы видим, что эта система не слишком поменялась. Она все та же. Все так же журналисты не могут рассказывать правду. А люди, которые выступают против власти, вынуждены уезжать из страны. Ничего нового. Думаю, Булгаков был бы прилично этим разочарован. И это ужасно грустно. Огромная трагедия. Европа и Россия разделены войной. Ведь как было круто, когда все было открыто, а мир был единым.
Знаешь, самое счастливое, что случалось на моем веку, это падение Берлинской стены, когда Восток и Запад вышли навстречу друг другу. А сейчас все вернулось обратно, даже хуже в чем-то стало. Железный занавес снова опустился, я чувствую это. Наверное, я не так уж здорово понимаю, что происходит, но я чувствую, что мы внутри огромной трагедии. Это все очень плохо для России. И это также плохо для Европы. Это катастрофа. Происходит то, что я никогда не мог себе представить. Я хорошо помню свои ощущения в 90-е. Я в жизни не мог поверить, что все вернется на круги своя. Люди ничему не научились. Они снова строят эту стену. То есть это круг. Знаешь, это тупое ноющее чувство, что история повторяется, а люди вообще ничему не учатся. И делают одно и то же, одно и то же. И вот теперь мы снова окружены войной, что казалось визитной карточкой 20 века, но уж никак не 21-го. Воевать за территории. Боже, это то, что отбрасывает нас так далеко назад. Казалось, что у нас должны уже появиться другие интересы, но нет. Мы вернулись во вчерашний день. Общее место говорить о том, что Сорокин предсказал Россию, Сорокин описал Россию будущего и так далее. Но я хотела бы спросить о том, какое чувство вы испытывали в этот момент, когда это все самосбывающееся пророчество стало сбываться. Это было как мама, которая говорит: «А я же говорила». Или как человек, который в том числе разделяет боль этого свершившегося и говорит: «А я же говорил». Дело в том, что предчувствия такие литературные, они, как правило, неосознанные. Ну, то есть это получается как бы так на бумаге. В жизни я лишен этого чувства, я обычный обыватель, как бы не могу ничего предсказать. Вот, к счастью. На бумаге что-то получается. Сначала ты радуешься, что вот придумался такой сюжет. Так было с опричником. Вот. И критики писали, что это фантазии Сорокина. Немцы, я помню, написали, что книга — это похмельные фантазии Сорокина. Шли годы, и они уже стали другое писать. Собственно. Это абсолютно загадочный процесс, но за это мы, собственно, и любим литературу, что она может иногда что-то предсказать, помимо наших желаний. 20 лет прошло, собственно. Как литератор я очень доволен, что это как бы сюжет, который воплотился, но как гражданин России, собственно, и русский, я, конечно, очень удручен, что, к сожалению, это случилось. Мой гражданин внутренний с писателем, как бы они давно поладили. Поладили? Да. У них нет разногласий, собственно. Они живут в разных комнатах. Я вот готовилась к интервью, думаю, как спрашивать? И ты понимаешь, что в 25-м году 21 века, когда происходит все то, что ты видишь, что происходит, это не поддается никакому рациональному осмыслению. Конечно. И уже, в общем, действительно описано в ваших книгах. Хочется просто спросить: Владимир Георгиевич, какие наркотики вы употребляете, чтобы это все увидеть? Отвечаю честно. Значит, самый сильный наркотик — это музыка. On the top. Потом литература, потом кино. Алкоголь — это не наркотик. Это наша, как говорится, вода выживания как бы в этом мире. А вот это мои наркотики. Я, собственно, в свое время попробовал другие, но перечисленные гораздо сильнее просто. Винилы, например. Я обожаю. Да, винил. Это во внуков все осталось там. О, Боже. Вертушки даже нет. Скучаете? Да. Конечно, да. Да. Это отдельная тема. А что ты думаешь о концепте, который в том числе описал Булгаков, что человек в тоталитарной системе, прежнем СССР или современной России, свободен только в своей смерти? О боже, нет. Нет, я не верю в такого рода концепты, потому что мы не имеем никакого представления о том, каково это быть мертвым. Мертвые нам про это не рассказывают, потому что они мертвые. И свободны ли мы сейчас, когда живы, мы на самом деле тоже не знаем. Но ты верующий? Ты веришь, что за смертью не все кончается? Нет. Нет.
Я верю в жизнь. Я верю в то, что у нас есть здесь и сейчас. Это самое важное. Я не верю, что после смерти есть что-то большее, лучшее или более свободное. Нет. А что тогда после смерти? Ничего. Это страшно. Да, мы боимся слова «ничего», потому что никто не знает, что значит «ничего». Но я-то считаю, что то, что у нас есть здесь и сейчас, это имеет значение. И в любой концепции того, что после смерти случится что-то более значительное, чем то, что происходит сейчас, это очень неуважительно по отношению к жизни. Жизнь — это самый большой дар. Больше ничего. Куча совпадений и случайностей привела к тому, что мы появились на свет и живем. Из тысячи, миллионов, миллиарда возможностей именно нам посчастливилось жить. Это главный дар, который у нас есть. Больше ничего не имеет значения. Никакое после смерти. Только сейчас. У тебя в «Метели» есть то, чего нет у Сорокина, и за что тебя, конечно, в России еще разок посадили бы, за картину рая русского мужика. Потому что когда Козьма умирает, в раю он видит темнокожего атлета, бегущего... Это бабочка. Это ты видишь атлета. Это ты видишь темнокожего атлета. А это бегущего в снежном бабочка. шаре. Это бабочка. Белен же прекрасный артист из Дюссельдорфа играет бабочку. Он Подожди. бабочка. Он бабочка в шаре. Вот знаешь, когда снежок там, вот эти все истории. Там не бывает бабочек. Но темнокожих атлетов там тоже не бывает. Я вижу бабочку, а ты видишь атлета-мужика. Что-то это о нас разное говорит. Я наивно полагала, что, согласно задумке режиссера «Метели», для русского перкуш рай — это бегущий африканец в шаре. Но Кирилл сказал, что очевидно это бабочка. А тебе как кажется, как выглядит рай на самом деле? Рай — это тоже такой себе концепт. Ну, мой муж, например, считает, что рай — это туалет с кучей книжных полок. Это как раз могло бы быть раем. Вот тут я полностью согласен. Рай — это что-то, что мы можем сами здесь построить. Я не думаю, что рай — это что-то, что где-то там нас ждет. Мы сами ответственны за свой рай. Да, библиотека в туалете — отличный пример. Ну и чтобы еще музыка была. Да, потому что рай — это же может быть еще, например, возможность просто спать и ничего не делать. Может быть раем лень, а может тяжелая работа. Работа с хорошими людьми может быть раем, что угодно. Сама идея рая — это что-то, что приходит, потому что мы не хотим нести ответственность за то, что мы делаем прямо сейчас. И мы утешаемся тем, что когда-нибудь, где-нибудь, с кем-то нам будет лучше, чем здесь и сейчас. Но я думаю, что даже думать в этом направлении очень вредная штука. Потому что тогда получается, что мы не живем свою жизнь, а все время ждем, когда жизнь пройдет. И вот тогда-то наступит рай. Христианский сын. Не обнемечен. Одинокий. Детей не имеющий. Замерзший в белом поле. Не доехавший в жопу мира. Кто тебя вспомнит? Кому ты нужен? Кто оплачет тебя? Разве что метель. Что ты скажешь об идее перхуша, который в «Метели» говорит, что в конце концов зло будет наказано, а злых людей в мире станет меньше? Нет, конечно, нет. Я в это не верю. Но я думаю, что зло вполне может быть наказано. Но в течение реального времени жизни, не в загробном мире. И да, кто-то из злодеев никогда не будет наказан. Это тоже из-за разряда таких несбыточных желаний. Мы все хотим, чтобы зло было наказано, потому что это уравновешивает баланс, дает надежду на справедливость. Но нет. Жизнь такова, что некоторых плохих людей никогда не настигает наказание, а некоторые очень и очень хорошие люди оказываются наказанными за то, чего даже не совершали. И что нет никакой справедливости? Нет. Нет, увы. Справедливость — это тоже кое-что, что мы должны создать сами.
Все, в чем мы надеемся на какие-то высшие силы, что оно придет откуда-то извне, что все уравновесится, это все на самом деле в наших руках и зависит только от нас. В этом смысле то, что ты снялся в «Исчезновении доктора Менгеле» Кирилла Серебренникова, оказывается двойным испытанием. О да, и я довольно сильно сомневался. Потому что Менгеле — один из самых отвратительных исторических персонажей, что когда-либо существовали. И я думал, что мог бы сыграть кого-нибудь поинтереснее, чем унылого злодея, которого хорошо было бы забыть. Знаешь, я тебе так скажу, для меня этот проект был так же неожиданен, как, наверное, для тебя, как для зрителя, когда мне его предложили. Я сказал, как это произошло? Через адвокатов, по-моему, мне пришло предложение от французских продюсеров. А к тому времени уже было предложение про картину о Лимонове. И я сказал, ну хорошо, ну давайте тогда после Лимонова. То есть это проект, который очень долго ждал. То есть ты сидел под домашним арестом в России. И они сказали, вы знаете, вы хотели бы принять участие в питчинге, напишите какой-то тритмент, заявку. Я говорю, слушайте, у меня есть чуть больше времени, чем у других, я могу, давайте я напишу частично сценарий. И я предложил им в этом сценарии, в этом сценарном таком развернутом тексте идею некую. Сделать основой встречу с сыном. Vater und Sohn sollten sich lieben, ungeachtet der Umstände. Ich wollte nicht kommen. Bin aber trotzdem hergereist. Auch wenn es sehr schwer für mich war. Ich bin mit einem falschen Pass geflogen. Mit dem Familiennamen Mengele kann man nicht nach Brasilien fliegen. So ist das. Und jetzt bin ich hier. Und ich will, dass du mir die Wahrheit sagst. Warum warst du in Auschwitz? Натолкнула на это меня книжка Джонатана Литла «Благоволительница». Текст, который произвел на меня какое-то сногсшибательное впечатление. Я считаю, что вообще основная книга про понимание сегодняшнего фашизма. А ты знаешь почему? Потому что мы всегда были на стороне жертв, мы всегда слышали про это все голосами жертв, но никогда не понимали, а как вот эти прекрасные, в кавычках, разумеется, люди с образованием, знающие культуру, вот они взяли, потом построили Аушвиц и убили миллионы людей. Как они стали такими? И вот в этой книжке Литл просто исследует этот анамнез. И мне показалось это невероятно важным иногда залезать в эти головы. Это не всегда великие головы. Грубо говоря, в голове Эйхмана, если бы мы поселились, это было бы просто какой-то арифметика, подсчет документов. Он такой просто администратор некий. Ему было все равно, что считать, там, гвозди или человеческие черепа. Вот. Менгеле был посложнее, но тоже достаточно средний человек. То есть даже не выдающийся ученый? Не, он никакой не выдающийся ученый, это абсолютно точно. Он занимался сбором данных для, как бы мы сегодня сказали, лженауки, для людей, которые исследовали, значит, расовые вопросы, евгеника и все такое. Поставлял это профессору Варшауэру в Берлин. То есть он был в полевых условиях, собирал образцы. И поэтому в фильме есть этот эпизод, где он кричит: а почему я? Чего вы ко мне прицепились? Почему вы меня сделали главным, значит, ангелом зла, ангелом смерти? Когда в Аушвице было еще 20 врачей, которые совершали чудовищные преступления, почему их имена не озвучены? Ich kann nicht mehr nach Günzburg zurückkommen. Warum nicht? Weil es zu gefährlich ist. Die Stadt ist klein, die Leute reden, jeder kennt mich, hier ist einfach zu großes Risiko. И действительно, этот профессор, которому Менгеле посылал собранную информацию, дожил до седин и умер в своей постели в Берлине уже в поствоенную эру. Якобы данные, которые он собирал, ушли американцам. Ну, в общем, вот для кого-то война закончилась в 45-м, 46-м, 48-м году.
А для кого-то она продолжалась вечно, как в нашем фильме сказано, «Ваша война еще не окончена», доктор Менгеле. Hast du Menschen ermordet? Hast du Menschen gefoltert? Sie ohne Narkose aufgeschnitten? Hast du Experimente an Kindern durchgeführt? Neugeborene lebendig verbrannt? Есть историческая, с одной стороны, справедливость, с другой стороны, несправедливость. Потому что Нюрнбергский процесс как бы подвел итог и сказал, вот эти там несколько людей, которых повесили, вина во всем виноваты, к остальным вопросов меньше. И таким образом освободил огромное количество людей, которые были частью Третьего Рейха, от ответственности, в том числе судебной. И тогда я понял, что мы не должны забывать об этом, потому что такие люди, как Менгеле, есть. Они существуют, они живут вокруг нас. Это была первая мысль. А вторая — дело в Кирилле. И в том, каким образом он решил подобраться к этой теме. И вот тогда я подумал, что, возможно, это будет интересным. Август Диль появился как главный претендент на роль доктора Менгеле сразу или были другие варианты? Были другие варианты. Продюсеры, конечно, разумеется, хотели звезду. Немецкоязычных звезд не так много. Я говорил, вы знаете, ошибка, звезда, ошибка, потому что Менгеле очень средний человек, а звезда не может сыграть среднего человека, потому что звезда и звезда. Как бы там ни притворялась звезда. А ты кого хотел? Я хотел неизвестного артиста сначала. Но потом Август Диль приехал то ли на пробы, то ли на переговоры про Воланда. И я говорю, хорошо, давайте сделаем тогда фотопробы. Я попросил Машу Тутукину, художника по гриму, с которым я постоянно работаю, взять усы, там что-то, взяли костюм, какую-то шляпу и все. И встретились, Август, вот мне нужно полчаса, я выхожу из грим-комнаты этой, вы давайте вот с Машей сделайте какое-то предложение. И дальше мы сделаем просто фотосессию. Я взял хорошо фотографа. И через полчаса вот из этой комнаты вышел доктор Менгеле. Старый или молодой? Молодой. Он вышел в возрасте, вот в том возрасте, в котором он уехал в Южную Америку. Вошел один человек, а вышел другой человек. Это было достаточно убедительное, сильное перевоплощение. Потому что у Августа есть вот эта хамелеонность, знаешь, которую я очень ценю в артистах. При том, что он красивый как человек, да, и это трудно людям с такой внешностью меняться, но он умеет это делать. И это показал вот этот фильм наш, потому что ему надо было сыграть от 30 до практически 70. И вышел вот такой другой человек, доктор Менгеле, с этой щербинкой. И мы сделали фотосессию, я послал его продюсерам, сказал, все, проблем нет, мы нашли артиста. Это же проклятие немецких артистов обычно, что они... Да, как проклятие русских артистов, они везде играют бандитов. Да. Проклятие немецких артистов, что они играют нацистов. Ну, это же не проклятие, это скорее проблемы истории. Есть в этом какая-то некая справедливость. Но он сразу согласился, Диль? Ты знаешь, нет. На самом деле, эта тема же очень болезненная для немцев. И я, прежде чем снять этот фильм, провел сотни интервью. То есть у меня были такие, как, знаешь, вот в драматургии делают вербатим, да, вот, так сказать, такие разговоры. Ну, практически вот как мы сейчас, но только без камер. Не, иногда даже с камерой были. Я спрашивал просто про истории семей немцев. И вот новое поколение немцев, которым 30 там, или около 30, плюс-минус, с большой охотой стали рассказывать про эти бесконечные скелеты в шкафу. Про дядь нацистов, про дедушек нацистов, про какие-то семьи, про проблемы, про тайны, про как вычеркивали, вымарывали, прятали, а потом это возвращалось в виде насилия. Ну, то есть вот все, что мы знаем, и то, как мы это себе представляем. На меня это упала немецкая жизнь, про которую я нигде не мог тогда прочитать. Сейчас я уже более осведомлен в дискурсе, который есть, и читаю прекрасную книжку про то, как менялся язык в Третьем Рейхе. И лучше бы я ее прочитал до, конечно, но сейчас уже читаю, потому что тема меня догоняет. Августу было непросто надевать на себя этого персонажа, потому что это болезненная тема. И согласись, что надо сыграть зло, вот это банальное зло, по этому устойчивому выражению Ханны Аренд.
и при этом не оправдать его, потому что когда ты начинаешь Но играть артисты обычно персонажа, мы оправдывают, даже, да. конечно, артист должен оправдывать человека. Он не может играть все время «я плохой, я исчадие ада, я демон». Это было все в этих голливудских фильмах, которые, вот, в общем, доктору Менгеле сделали вот эту легенду в мировом кинематографе. Грегори Пек, по-моему, его играл. Ну, то есть там иконостас просто великих артистов играл, значит, этого среднего доктора. И Августу нельзя было это делать, и мы с ним об этом бесконечно говорили, и каждый эпизод, каждая сцена мы обсуждали, потом смотрели, жалко его, не жалко, может быть, не надо, может быть, меньше. Ну, в общем, короче, это был один из важных топиков таких. Arschloch. Der liefert mich jetzt noch an die Israelis aus, ich sag's euch. Diese Drecksau! Я когда смотрела, я испытывала чувство отвращения. Мне очень хотелось перестать смотреть. То есть я смотрела, потому что сначала было надо, потом я пересмотрела второй раз, потому что мне уже было интересно. А какое ты хотел, чтобы зритель испытывал чувство? Я так тебе скажу. Мне очень важна была реакция людей из семей, где жертвы Холокоста. Вот для них это совсем страшная тема. И я намеренно показал этот фильм людям, в семьях которых люди погибли в Аушвице и в Треблинке. И, в общем, их одобрение для меня, ну, такая важная, как бы сказали, индульгенция, потому что они сказали, что им это не больно. То есть нету никакого оправдания нацизма, так скажем. А Августа как ты убедил играть? И что ты ему говорил? Ну, слушай, чтобы это было как кто? Он умный артист, во-первых. Во-вторых, он артист, который жаден до интересной работы. Как все артисты хорошие, понимаешь? Ну, это искушение, конечно, сыграть такое существо и такую жизнь. И сделать это так, чтобы было, с одной стороны, такое чувство, как у тебя. С другой стороны, я думаю, все-таки реакция на этот фильм «Never Again» должна быть, как бы, потому что мы понимаем про этот ресентимент, который является главной темой Менгеле и главной причиной любой войны. Понимаешь, фильм же не абстрактный байопик, он про другое. Это про то, как даже при отсутствии формального юридического наказания вина и наказание все равно происходит. И у военных преступников наказанием будет сама жизнь. То есть ты считаешь, что Менгеле прожил жизнь равную наказанию? Равную аду. Ну, когда ты всю жизнь боишься шорохов и теней у себя за спиной, это, наверное, не очень хорошая жизнь. Жизнь, которую в итоге прожил Менгеле, может считаться наказанием? Можно смотреть на это и так. Когда ты все время бежишь, как заяц, зигзагами, через Южную Америку и далее везде. Когда у тебя нигде нет дома, и тебе везде плохо. Да, наверное, это наказание. Это как Одиссея для Одиссея, которому никогда не обрести дом. Но все-таки для меня это очень умозрительное рассуждение. Вопрос ведь вот в чем. Понял ли сам Менгеле, что это и есть наказание? У нас нет ответа. То, что съемки совпали с началом российского полномасштабного вторжения в Украину, повлияло на то, каким стал в итоге фильм? Безусловно. Я стал лучше понимать, что такое война и как происходит обострение всех внутренних процессов в это время. Это происходило и с Менгеле, и с Марлен Дитрих, и с Томасом Манном. То есть, когда люди, находящиеся в комфортных условиях, вдруг должны взять и уехать. Томас Манн пишет письмо, великий, уже признанный человек, он пишет знаменитое письмо. Ответ на его увольнение из Цюрихского университета. Это письмо есть в его комнате мемориальной в этом Цюрихском университете, они ее сохраняют. Но когда пришли нацисты, его попросили освободить, так сказать, комнату, кабинет. Он им это все написал, уехал. Или Цвей, для которого это оказалось фатальным. И эти процессы стали не теоретическими, абстрактными, а очень понятными и конкретными. Я в первые месяцы начала полномасштабного вторжения оказалась в одном российском театре на спектакле «Нюрнберг» в 1 метре от чиновника очень высокого уровня. У меня было, в общем, 2 спектакля. Я все время думала, а вот он примеряет на себя это или нет?
Ты бы хотел, чтобы исчезновение доктора Менгеля показали в России? Это, значит, немножко абстрактные вопросы. Шансов нет, пускай смотрят, но когда это покажут, знаешь, когда начнут показывать мои фильмы и спектакли, это значит перестройка началась. Ты веришь, что ты доживешь до этого? Я не хочу об этом думать и верить. Я вообще об этом не думаю. Это же не мои проблемы. Somebody who understands that he got punished for something understands that he did something wrong. Никто не хочет на самом деле не анализировать преступление, не думать о наказании. И я не думаю, что кто-то из злодеев по-настоящему думает: вот оно, мое наказание. Он более или менее пугается и полагает, что это какие-то внезапно обрушившиеся на его голову несчастья. Почему я? Что я такого сделал? Я же ничего не делал. Нет, он не думал, что эти его скитания есть возмездие. Он был настолько невыдающимся и скучным, что фантазия его не шла дальше жалости к себе и нытья. Так у всех злодеев на самом деле. Это слабые, банальные люди, которых от других отличает только способность не морщиться, принося боль и страдания. И вот эта огромная черная дыра бесчувственности, некоего ничего, что составляло суть Менгеля, это как раз то, что было тяжелее всего играть. Его, как выдающейся личности, просто не существует. Он сам по себе исчезает, хоть и не понимает этого, потому что туп и ограничен. Он посредственность. Он тот, в ком мир точно не нуждается. Он никто. И что тогда может быть наказанием? В чем может заключаться вообще концепция наказания? И главное, кто должен быть наказан? Ведь тысячи немцев, жителей фашистской Германии, развязавшей одну из самых кровавых войн в истории, в 43-44 годах прошлого века сами погибли или пострадали в ходе, например, операции союзников Гоморра. Все ли эти люди заслуживали смерти, заслуживали наказания? О, нет, конечно, нет. Я думаю, никто из тех, кто погибает на войне, смерти не заслуживает. Это все ужасно. И в их случае речи не идет ни о наказании, ни о возмездии. Мне кажется, что наказание злодеев — хорошая вещь для жертв и для их близких, для тех, кто выжил. Ресентимент. Ну, хотя бы для простого понимания того, что возмездие существует. А в остальном, увы, это не работает. Ну, обычно как раз возмездие обрушивается на головы гражданских. Да, но это не наказание, это обыденность войны, ее жертвы. Почему эти люди должны быть наказаны? За что? Их смерть и страдания, горе. Дети, которые погибают на любой войне, они вообще ни за что не несут ответственности, но их убивают. Просто невинными жертвами, да. Потому что для нынешней России, знаешь, это более чем актуальный вопрос. Ведь люди за ее пределами полагают, что все россияне поддерживают Путина, а значит и войну Путина, а значит они соучастники войны, а значит и дальше все обычные выводы и обвинения. Но где, по-твоему, разница между виновным и невиновным? Все очень просто. Те, кто ничего не сделал, ну, дети, например, они невиновны. Хорошо, дети, а их родители? Вот люди, например, голосовавшие за аншлюз и поддерживавшие Гитлера в 1938 или 1939. Они виноваты? Виноват Гитлер, а не те, кто за него голосовал. Я так думаю. Мне это очень ясно. Виноваты принимавшие решения, а не те, кто становились их жертвами. Тот, в чьих руках оружие, виноват? Нет, до тех пор, пока он не выстрелит. А если его заставили стрелять, а ситуация такова, что если он не выстрелит, то выстрелят в него? Я никогда не скажу, что солдаты виноваты. Если ты на войне, и у тебя приказ, то ты должен стрелять. Но навечно виноват в этом тот, кто тебе отдал этот преступный приказ. Агрессор. Агрессор — виновник преступления, а не тот, кто себя защищает, жертва. Но тут еще важно понимать, как мы слышали 1000 раз после падения Третьего Рейха, была ли у человека возможность сказать «нет»? Сам ли он принимал решение? Не прячется ли он за очень удобной занавеской, когда можно развести руками и сказать «ой, это не я, меня заставили»?
Потому что вообще-то каждый человек в глубине себя знает, что правильно, а что нет. Любой ребенок понимает, что нельзя нападать, убивать, насиловать. Но чем больше мы растем, чем дальше мы взрослеем, тем сложнее становится мир, и все кажется все более и более запутанным. Но на самом деле вопрос все тот же, и он простой. То есть вопрос на самом деле прост. Ты нападал на кого-то? Ты принимал это решение? Ведь этот момент принятия решения, он самый важный. Можно сказать «нет» и не нападать. А можно напасть, стать агрессором. И это вина. Собственно, об этом фильм «Тайная жизнь Малика», в котором ты снялся 6 или 7 лет назад. Да, «Тайная жизнь» — это очень хороший пример. Потому что это история о человеке, который сказал «нет». Нет, я не буду вам подчиняться, что бы вы со мной ни сделали. Я никогда не возьму в руки оружие, я не пойду на войну. И они обезглавили, кстати, его за это. Как ты думаешь, то, как сопротивлялся Франц Егерштеттер, так сможет каждый из нас? Или это привилегия каких-то исключительных людей? Ты знаешь, я думаю, что возможность сказать «нет» — самое обычное «нет». Есть у каждого. Это очень просто. Но бывает, платить приходится очень дорого, как Францу Егерштереру. Но ему труднее было представить себя на стороне убийц. Ему труднее было представить себе, как он будет смотреть в глаза детей, став убийцей. Так что он предпочел умереть за свои убеждения. В общем, знаешь, я думаю, что у человека не бывает такого, что нельзя сказать злу «нет». Всегда можно. А у тебя разве в жизни никогда не было ситуации, когда вместо «нет» приходилось сказать «да»? Вместо «нет»? Нет, мне кажется, нет. Потому что людям в России, например, за свое «нет» приходится платить иногда возможность зарабатывать или просто работать. Да, я понимаю, о чем ты. Но в моем случае мне лично было бы проще отказаться от съемок, от денег, чем согласиться соучаствовать. Окей, я понимаю, что это легкая версия, но я бы все равно отказался. Хорошо, тогда следующий уровень. Если ты не скажешь «да», твоих детей будут травить в школе. Тебе придется покинуть страну, потерять все, что ты знал и любил. И все равно нет. Слушай, не важен уровень, важно вот это огромное ощущение твоей внутренней свободы. Ты должен отдавать себе отчет в том, что, сказав «нет», ты столкнешься с последствиями. Но и у «да» будут последствия. Так что в моей жизни всякий раз, когда я говорил «да», я жалел. И никогда в жизни не пожалел ни об одном своем «нет». Что будет с теми людьми, которые будут делать талантливые спектакли или снимать талантливые фильмы в нынешней России? Ну, слушай, я не знаю, я не хочу никого судить, честно говоря. Но есть люди, которые безобразно сотрудничают и поддерживают войну. Для меня это неприемлемо. Люди, которые говорят, что надо убивать других людей, правильно их если они не говорят, то снимают хороший фильм. Развлекательный. Слушай, интересная сейчас книжка, называется «Свет и тень», про кинорежиссера Папста, который... У него не очень получилось в Голливуде, великий кинорежиссер. В 20-е годы уехал в Голливуд. А в этот момент постепенно к власти приходили нацисты. Эти нацисты ему посылают гонцов и говорят: а Родина вас ждет обратно. Вы же там не так успешны, как на родине. Кому вы там нужны? Приезжайте-ка обратно. И так получается, ввиду того, что надо проведать мать, больную. Человек возвращается в Германию в 1933-1934 год, и ему говорят: а давайте-ка вы фильм снимите. Никакой политики, никакой пропаганды. Пропагандой занимаются другие люди. Ну, там, да, одного сценариста, он в концлагере оказался. Неважно. Вообще, вот аполитичные фильмы. Просто комедия. И он вынужденно, чтобы не сойти с ума, соглашается. И дальше в романе очень подробно рассказан, что с ним происходит. Я не хочу спойлерить, но это, конечно, стоит почитать всем людям, которые занимаются творчеством в обстоятельствах диктатуры или каких-то авторитарных режимов.
Ты вообще в своих мыслях сейчас повседневных не возвращаешься в Россию? Я говорю на русском языке, я занимаюсь русской культурой, я ее люблю, я ее гражданин, понимаешь? И я поэтому постоянно нахожусь в этом дискурсе. При том, что также я говорю на разных там, языках и стараюсь работать в разных странах, но при этом я все равно остаюсь русским режиссером, русским там, художником, как угодно называйте. Как я не могу перепрошить себя, я не могу это забыть. Я дома, и с тобой мы говорим на русском, то есть русский язык – это моя родина. Культура вообще может нести ответственность за политические перемены и за общество, за общественные перемены? Я ненавижу вообще, честно говоря, эти обобщения. Знаешь, культура вся. Что такое культура вся? Американцы все, немцы все, русские все, вся Россия. Все это очень разные люди. И культура тоже максимально разная. Нет какой-то одной культуры, которая за все отвечает или которая во всем виновата. Такого просто не существует. Ты спрашиваешь меня о несуществующем объекте. Я знаю людей, которые занимаются разным ремеслом. Делают красоту, делают смыслы, пишут книги, картины делают, там, не знаю, дизайн, создают музыку какую-то, которая заставляет нас как-то, знаешь, замирать, впадать в эту самую оторопь. Вот. Есть же хорошая оторопь, понимаешь? Вот искусство видишь хорошее, какую-нибудь красивую музыку слушаешь, и оторопь. Поэтому я против этих обобщений и думаю, что у каждого своя судьба и своя ответственность. Но знаешь, часто считается, что красота может произвести на человека такое впечатление, что он меняется. Да. А мне иногда кажется, что одна из важнейших проблем в России заключалась в том, что вот эта красота и культура, она жила, ну, скажем, на 8-м этаже сама по себе, а люди где-то были там сами по себе, и они почти никогда не пересекались. Слушай, они встречались, к сожалению, понимаешь, наивно. Я не хочу быть совсем уж наивным романтиком. Я понимаю, что в Германии в начале века и в 20-30-е годы было произведено достаточно количество красоты, прекрасной музыки, философии, поэзии. Но какие-то люди взяли и начали войну и убили миллионы людей. И эта красота им никак не могла помешать. Красота, наоборот, это очень хрупкая вещь. Но это что значит? Ее нельзя производить? Это что значит? Ее не надо делать? Так сказать, это вот такая мандала, знаешь, если по-буддистски говорить. Вот монахи строят мандалу из риса, из каких-то маленьких деталей, из песка. Вот они строят ее несколько дней, очень целенаправленно, очень сосредоточенно. Делают какую-то невероятную красивую картинку. Для того, чтобы в какой-то момент она взяла и развалилась. А дальше они опять начинают ее делать. В этом строительстве этой красоты, этой мандалы, и есть смысл бытия. Да, она обрушилась, но дальше мы приходим и опять начинаем заново с упорством и усердием, с новыми знаниями и новым опытом опять строить эту мандалу. Ну и ладно. Na gut. Ein großer Mensch. Kräftig. Ohne Ermattung. Ну, большой человек. Могучий. Без ускопа. Вот он жил. До боя. Ну, замерз. Erfroren. Und ich. А я. Und ich. Was für eine Plackerei. Рубил. На силу разрубил. Устал я. Ich bin müde. Да, а Гарин, который в самом начале хочет все время прямо, в конечном итоге начинает плутать, вилять и становится все больше азиатом, буддистом. Не знаю, он начинает ходить по кругу. Финал «Метели» и романа, и спектакля в каком-то смысле он общий, да, когда русский мужик пытается закрыть своей спиной европейца и не справляется, а в итоге приходят азиаты и выигрывают. Но Россия все-таки от Азии очень была зависима всегда. И кажется, она туда стремится? Особенно сейчас.
И я думаю, что если не случится радикального поворота Красной пирамиды, то это будет продолжаться, собственно. Я отдал этой тенденции должное. Китайская рука. Китай, конечно, великая страна и культура, и ему трудно сопротивляться. То, что они уносят этого доктора, в этом есть некий знак. Россия часть Европы? Ну, конечно, часть мира, часть Европы. И наша Россия, та, которая сейчас отгородилась стеной, значит, новой была китайская стена с той стороны. Сейчас эта же стена, но с другой стороны. Это что-то уже другое будет, какая-то другая страна. Мы про нее ничего не понимаем. Я говорю, ребят, я не могу быть экспертом. Я там 3 года уже не живу. Что-то есть, что ты там не успел сделать? Я очень много успел. Театром руководил, кино снимал, в Амхате работал, в Большом театре работал. А что еще там, собственно, делать? А дальше, все, что у тебя дальше забрали... по второму кругу, знаешь. А все, что у тебя забрали, ты простил? Я имею в виду родителей, возможность жить в этой стране, театр, который ты создал. Я как бы буддист, я это принимаю как часть, так сказать, мироздания, но я не прощу, конечно, тех людей, которые совершали мерзости и подлости. Ну, что значит простил? Ну, внутренне простил, я не хочу нести на себе груз обид. Вообще, обидеться и жить в обиде – это последнее, что нужно делать. Это вообще не про меня. Вот этот ресентимент, вечный ресентимент, очень, кстати, знаете, опасная черта, которая всегда ведет к войне и к совершению. Вернусь, отомщу. Да, понимаешь, визит старой дамы. Нет, я не хочу жить этим ресентиментом ни в коем случае. Знаешь, я часто, не понимал раньше, вот как Юсуповы, были очень богатые люди, да, у них все забрали, и они как-то спокойно это отдали и начали жить дальше во Франции. И вот жили там, сочиняли французскую моду, жили какую-то, не знаю, лучшую, худшую, но новую часть своей жизни. Восхищались каждым днем, любили друг друга, жили дальше. Есть что-то важнее любви? Красота. Выбери, пожалуйста, милосердие или справедливость. Красота. Милосердие. Христос говорил, что милости прошу, а не жертвы, собственно. Вот до нас почему-то это, в отличие от европейцев, до сих пор не дошло. Все русские беды от того, что Россия все-таки по-настоящему христианской не стало. Увы. Будем надеяться, что еще не поздно. Я надеюсь на лучшее все-таки. Милосердие. Милосердие — это самое важное. Свобода или стабильность? Не существует свободы без стабильности. Свобода, конечно. Свобода. Красота. Правда или безопасность? Красота. Я не понимаю этот вопрос. Motherland. Родина или истина? Я никогда в своей жизни не чувствовал себя привязанным ни к одной стране. Папина родина или мамина родина, в этом нет никакого выбора. Так что да, истина. Наверное, истина все-таки. Красота. А что будет дальше? Я отвечу словами сибирской пророчицы из «Опричника». Будет ничего. Я бы хотел увидеть. Жизнь — это всегда сюрприз. Я бы не хотел знать заранее. Хороший ли это сюрприз или плохой? Это может быть плохим сюрпризом, а может и хорошим. Ой, я всегда жду худшего. А, да? Нет, я плохого обычно не жду. Я стараюсь ждать хорошего. Но, повторяюсь, я не хочу знать. Самое прекрасное в жизни то, что мы никогда не знаем, что нас ждет. На самом деле мир — это наше отражение. Он становится таким, какие мы. Еще и поэтому нам надо как-то перестать так паршиво себя вести. Потому что, посмотри вокруг, наш мир становится и вправду очень плохим местом. И вот тут как раз-то, о чем мы только что говорили, я скорее выберу ложь, которая кажется спасительной, а не правду, которая убивает. Потому что даже зная, что ложь — это ложь, я буду иметь надежду. И это важнее, чем видеть правду и понимать, насколько все безнадежно. Мы полностью дезориентированы и сбились с пути.
как Гарин в «Метели». А что будет дальше? Красота.